Вот такая у нас тоже погода в июне бывает. Дождик и гроза несколько дней после полевой сахарской бури и желтого песка. Вот такая тучка прилетела, ливень и даже гроза. В некоторых местах даже объявляли гром. Такая погода бывает тоже в июне в Испании, на побережье. Большой бассейн на улице. Сильный ливень. Не обессудьте за внешний вид. Бежали под дождем. Но дождь теплый, Мы кстати. первый раз, кстати, в Испании попали в такой вот страшный ливень. Промокли все насквозь. Полностью мокрые. Такой вот он июнь. Месяц в Испании. Hola amigos, soy Tatiana. Soy Алексей. Bienvenidos a nuestro canal We're in Spain, o estamos en España, o Мы в мы в Испании. Испании. Hace mucho calor. Друзья, мы продолжаем изучать испанский. Если вам интересна эта тема, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы будем периодически рассказывать о своем прогрессе, и вы в режиме реального времени увидите, как прогрессирует наш испанский, если он будет прогрессировать. Creo que esta mesa muy mejor, mucho mejor que otro espacio en España, Провинция Аликанте. sí, provincia de Alicante, porque tengo mucho limpio arena, mucho limpio mar, y creo que mar en Mediterránea mucho mejor que otro mar. А тема сегодняшнего нашего ролика будет погода в июне 2024 года в нашей провинции Аликанте, на побережье Коста-Бланка, там, где мы живем уже много лет, 6 лет практически, и где мы снимаем различные видео, где мы занимаемся какой-то деятельностью, каждый своей, где мы пытаемся изучать испанский язык, где нам очень нравится, где мы стараемся показывать плюсы и минусы, объективную жизнь здесь, в Испании. Поэтому объективно показываем вам этот замечательный месяц июнь, который дарит много прекрасных дней нам. И много событий происходит хороших. И сегодня мы будем говорить о погоде, о море, о солнышке. Escribe en nuestro канал, или можно канал по-испански, и ставьте лайки. Да. Продолжаем смотреть погоду в июне 24-го в провинции Аликанте. Ну что, сегодня у нас практически конец июня, и снова на небе немножко облака. 2 раза, наверное, была Калима, сахарская пыль. Сейчас мы идем на море. А мы в свое время, когда приезжали в Испанию, выбирали солнечный день, чтобы пойти на пляж. Прожив здесь некое длительное время, мы теперь выбираем именно вот такую вот погоду, чтобы пойти на пляж, чтобы спокойно посидеть, не пережариться, не перегреться. И чтобы было силы, возможности, комфорт, да, чтобы продолжать свою деятельность, работу и так далее, чтобы не перегреваться. Да, уже не хочется много жариться на солнышке, хочется больше такой, очень душно. Сейчас утро, конец июня, но уже такая духота, влажность, духота. Витринки, да, нет сегодня? Ну что, мы с вами подошли к морю. Море шумит. Только утро, 27 градусов. Вообще каждый день, наверное, по 30-ке. Это точно. Погода теплая, люди уже купаются. Говорят, что вода комфортная. У нас сын тоже искупался, говорит, что очень хорошо. Вы видите, что так народ потихоньку собирается. Правда, выкинула вот здесь вот водоросли в каких-то местах, в каких-то пляж чистый. Так что летний сезон уже, вовсю двигается. А вы видели, начало этого ролика было жуткий ливень. Где-то проходил даже град, так что июнь он здесь абсолютно разный. Комфортный для отдыха. Это не июль, август жаркий. Это, в принципе, комфортный. Бывает и дождичек, бывает и ветерок. Бывает и Калима, бывает и теплая погода. Кафешки уже стоят, люди уже отдыхают. Водорослей выбросило много, да, нам соседи говорили, которые уже недели 2 на пляж ходили, говорили, что по пляжу много водорослей, зонтики новенькие стоят, мне кажется.
То есть надо сейчас выбирать место. Пляжи такие, все с водорослями. Но погода приятная. Комфортная, теплая, но немножко душновато, влажновато. Ветра нет, влажность. Итак, я в этом ролике хотела вам, дорогие друзья, показать, какая погода в июне 2024 года в Испании, в провинции Аликанте. Здесь у нас, я не скажу, что много туристов, их достаточно, днем их будет гораздо больше, но пляжный сезон-то уже начался, но период отпусков это июль-август, поэтому, конечно же, будет впереди много народу. И все, конечно же, хотят солнышко, море, отдыха, хорошего настроения. Вон там даже какие-то горки уже стоят вдали. В общем, идем на пляж, попробуем, какая водичка в море. Кафешки развернули свою работу. Даже кто-то уже приходит кофеек попить с утра или напиточки какие-то легкие, прохладительные. Смотрите, цветы цветут. Ну вот водоросли, если вы видите. Нас как-то в прошлом году спрашивали, где пляж, где лучше, где хуже. Ну, дорогие друзья, пляжи это и есть пляжи. Есть лучше, есть хуже, чище. То есть тут надо опытным путем. Где вам нравится, там, в принципе, можно и загорать, отдыхать и плавать. Вообще много чистых пляжей. Смотрите, цветы, олеандры. Душно, страшно. Вот такая погодка. Так, ну что, идем с вами впервые в этом году на море. Мы здесь еще не были на море вообще. Вот что значит поистине, когда живешь у моря. Ой, я забыла снять, ну ладно. Не-не-не, какой ладно. Ну что, еще раз хочу сказать, что это у нас первая вылазка на море. Все как-то бассейн и бассейн. Все дела до случая. Вода, кстати, не очень теплая, я бы сказала. Бывало и теплее, но теплее, наверное, будет в июле, в августе. Немножечко такие волняшки. Небо. Но небо это из африканской пыли, сахарской. В том числе. Все машины пыльные. У нас с утра пыль, на террасе пыль. В общем, единственное, конечно, здесь есть. Часто бывает сахарская пыль. Кто-то писал, что на Канарах больше, не знаю. Когда мы ездили на Канары, пыли не видели, но не буду утверждать. Возможно, там и есть, конечно. Есть, потому что пляжи с песком таким африканским, занесенным явно из Сахары, сахарским. Вот. Но на некоторых островах здесь бывает такая вот пылюка. Большой, конечно, минус. Сегодня витринки нет. И сегодня так влажно, достаточно душно. Ну и море немножко так шумит. Водичка приятная, но не сильно теплая. Ну что, друзья, настал тот момент, когда бассейн, который у нас находится в урбанизации, вода намного теплее, чем в море. И только придя на море, можно получить вот эту прохладу и удовольствие. Вода не очень теплая, такая прохладная, и только на море можно получить удовольствие, охладиться. Конечно, вы со мной, наверное, согласитесь, что ни речка, ни бассейн, ни озеро не заменит море. Поэтому мы живем у моря и плаваем, наслаждаемся вот этим вот замечательным теплым Средиземноморьем. Ну, а в июле и в августе можно съездить куда-то на север, наверное, да, тем, кому жарко. Удовольствие на океане. Океан есть у прекрасной Испании, Бискайский залив. Вот, и поэтому, так, все, иду воду пробовать я. Ну вот я хотела вам показать июнь, море. Вода не теплая, не сказать, что сегодня не сказать. В бассейне да. у нас намного теплее. В бассейне намного теплее, я согласна. Градусов 20, наверное, да, вода? 22, может. Вот, немножко штормит, немножко такой он мутновато. Облака, ну, в принципе, хорошо, что можно не сгореть. Для тех, кто сейчас далеко от Испании, показываем вам кусочек Испании. Для всех наших соседей и друзей, которые сейчас здесь не присутствуют, большой-большой привет. И всем подписчикам и зрителям также большой привет. С кем встречались, кого видели, знаем, успели познакомиться. Кусочек моря и кусочек хорошего настроения.
Creo que mucho la gente español, todo tiempo el día. ¿Eres итальяно? No. Итальяно? No. Нет, я не про это. Я хотел сказать, я просто хотел с переводом сказать. Много испанских жителей, людей проводят очень большое количество времени на свежем воздухе. Если Татьяна вот покажет, и мы увидим, что многие испанцы прям семьями выходят на берег, на море и проводят целый день здесь. Периодически отходят в кафешку покушать и снова приходят. Ну вот, дорогие друзья, это то, что я вам хотела показать. Какая погода в июне. Июнь, конечно, бывает разный. Год на год не приходится, но в целом погода очень комфортная для отдыха с детьми, для отдыха разных возрастов. Туристов здесь много, действительно, из разных стран, Европы и не только. И да, комфортно отдыхать. Есть более прохладные дни, есть более жаркие дни. Июль-август более жаркий, поэтому июнь, а дальше уже, наверное, сентябрь, октябрь – это более мягкие месяцы для отдыха на нашем побережье. Ну, за сим все. Разрешите откланяться. С вами были Татьяна, Алексей. Как всегда, отсюда, из провинции Аликанте, это Испания. Не забывайте поддерживать наши ролики своими лайками, комментариями и рекомендациями друзьям. Увидимся вновь в наших выпусках. Пока-пока!